Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить очень простую, быструю и вкусную закуску. Сразу говорю, что готовить придется очень мало, практически ничего, потому что ингредиенты все уже доступны, готовы, и их остается только разогреть в духовке. Список продуктов вы видите сейчас на экране. Точно такой же список я оставлю в описании под этим видео. Сразу хочу сказать, что вкус этой закуски зависит исключительно от качественных и вкусных ингредиентов. Это должен быть качественный сыр камамбер, вкусная чиабатта или багет, и тогда закуска получится вкусной и идеальной. Итак, вам понадобится емкость для выпекания, любая, у меня стеклянная, я ее застилаю пергаментной бумагой и выкладываю в середину камамбер. Сыр желательно брать уже проверенный, вкусный, в котором вы уверены, который растекается при нагревании, потому что сыров камамбер несколько видов, и не все они ведут себя прекрасно в горячем разогретом виде, поэтому будьте внимательны. На сыре делаем такую импровизированную сеточку, слегка надрезаем сыр и отставляем в сторону. Теперь переходим к нарезанию чиабатты. Вы также можете использовать багет, либо же батон, особенно если вы его сами испекли, тоже будет очень вкусно. Кстати, рецепт батона есть на моем канале, ссылку я оставлю в описании под этим видео, если вы еще не видели. Чиабатту нарезаем толщиной примерно сантиметр-полтора, слишком тонко не нужно нарезать, иначе хлеб у вас просто превратится в сухарики после выпекания. Если вы не любите белый хлеб, то, конечно, можно взять любой хлеб, который вам нравится, будь то черный, с ростками пшеницы, если вы такое едите. В общем, любой хлеб, который вам нравится, который вкусный, как в горячем виде, так и в холодном. Потому как хлеб и сыр – это основа этой закуски. Теперь каждый кусочек чиабатты нам нужно натереть чесноком. Я это делаю сразу перед выпеканием. Так хлеб получается более ароматный, и буквально каждый сантиметр хлеба напитывается ароматом чеснока. Помимо свежего чеснока, я еще рекомендую взять сушеный чеснок. Я люблю добавлять его абсолютно во все блюда, особенно здесь он будет очень кстати. Если вы еще никогда не пробовали сушеный чеснок, то пришло то время, очень рекомендую вам его приобрести. Теперь поливаем оливковым маслом, солим, добавляем сушеный чеснок и остатки чеснока выкладываем на сыр. Также я использую прованские травы. Вы можете взять любые травы, которые вам нравятся, но прованские здесь будут как никогда уместны. Отправляем в духовку на 20 минут в разогретую до 180 градусов. И после этого вы получите безумно вкусную закуску с расплавленным сыром камамбер, поджаренной чиабаттой. Ну, это прям очень вкусно, безумно ароматно. Хлеб получается поджаренный, хрустящий, но в то же время с мягкой серединкой, не пересушенный. Камамбер расплавленный. В общем, как по мне, это очень быстрый вариант вкуснейшей закуски. Обязательно рекомендую вам попробовать. Напишите в комментариях, что у вас получилось, понравилось или нет. Я надеюсь, вам все-таки понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить сердечко. И напоминаю, что видео на моем канале выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Желаю вам приятного аппетита, всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока!